Речь пойдет про двух братьев-близнецов Муниба и Сахаиба Ахторов, родившихся в штате Мэриленд, Соединенные Штаты Америки и имеющих пакистанские корни. И как вы уже догадались из первого кадра ролика, эти двое провернули не очень хорошее дело, и самое интересное тут мотив. Поставьте на паузу и напишите в комментариях мотив. Посмотрим, правы вы или нет. Но давайте обо всем по порядку. Два брата из Александрии, штат Вирджиния, в период с 2023 года по 2025 год работали в одной компании подрядчика, которая обслуживала Федеральное агентство Соединенных Штатов Америки. Муниб устроился туда первым еще в 2023 году, а его брат Сахаиб в 2024 году. То есть, скорее всего, Муниб подтянул своего брата. Сама компания находится в Вашингтоне и предоставляет услуги и программное обеспечение более чем 45 федеральным агентствам. И самый первый интересный факт этой истории — это уже имеющаяся судимость у обоих братьев на момент устройства на работу в эту самую организацию. Муниб получил 3 года и 3 месяца тюрьмы, а Сахаиб — 2 года еще в 2015 году за wire fraud. То есть вы понимаете абсурдность ситуации. Людей с судимостью нанимают на работу, где они получают доступ к государственным базам данных. В итоге следствием было установлено, что Муниб, пользуясь также услугами своего брата, собирал данные имен пользователей и паролей с этих баз данных. Для эксплуатации полученных данных он создал Python-скрипт, который пытался авторизоваться на популярных сайтах, используя эти логины и пароли. И знаете что? Конечно же, некоторые учетные записи подходили. Таким образом, например, он использовал бонусные мили жертв, чтобы бронировать свои поездки, то есть летал за чужой счет. Тут, конечно, тоже вопрос к жертвам, почему они не замечали, что кто-то другой использует их бонусные мили. И вот 18 февраля братьям на созвоне в Microsoft Teams в 16:50 сообщают о том, что они уволены, так как компания наконец-то узнала о их судимости. Уже через 5 минут была зафиксирована попытка Сахаибом авторизоваться на одном из серверов, но он обнаружил, что его учетная запись и все VPN-соединения аннулированы. И это правильно сотрудники организации, скорее всего, отдел информационной безопасности, отключил все его доступы. Но мы же понимаем, если бы они все сделали правильно, то и не было бы этой истории. И оказывается, его брат Муниб все еще имеет все доступы, то есть ему доступы не закрыли, и он все так же может подключиться к любой базе данных. Примерно в 16:56 Муниб зашел на сервер базы данных одного из правительственных органов и выполнил команды, запрещающие другим пользователям подключаться к базе, собственно, чтобы никто не мешал его правосудию. После он выполнил самую страшную для администратора баз данных команду Drop Database и удалил базу данных. Вот так просто уволенный уже человек сделал свое дело. За неполный час, а именно приблизительно с 16 часов 56 минут до 17 часов 52 минуты, Муниб удалил около 96 баз данных государственных органов США. Но и куда же в наше время без искусственного интеллекта? Примерно в 16:59 Муниб спросил у искусственного интеллекта, как удалить все логи приложения баз данных после удаления базы. Позже он задал аналогичный вопрос только уже для логов самой операционной системы Windows. То есть он пытался замести за собой следы. Тут, кстати, могу сказать, что благодаря всяким испытаниям информационных систем от ГТС в Казахстане я в свое время на своих серверах отключил возможность удаления логов как в самой операционной системе, так и в приложениях баз данных. Из обвинительного заключения следует, что примерно в 17:14 братья завели разговор о возможном обыске. Сухаиб начал об этом разговор, а Муниб якобы ответил, что все почистит. Я надеюсь, что Сием там все же был, просто братцы об этом не знали. В период с 18:22 до 18:30 одной, по словам обвинения, Муниб подключил USB, накопитель к корпоративному ноутбуку, и скопировал около 1805 файлов. То есть в этот момент ноутбук находился у него на руках, так как они сами работали удаленно. Там упоминаются федеральные налоговые данные и идентифицирующая информация минимум 450 человек, минимум 100 отчетов с конфиденциальными данными. 21 февраля 2025 года, согласно обвинению, они подговорили какого-то соучастника стереть все с их корпоративных ноутбуков. Есть такая специальная услуга, когда тебе необходимо замести следы. 24 февраля Муниб уехал в Техас. Для чего именно не уточняется, главное тут то, что с собой у него была пив-карта для доступа к правительственной среде. То есть человек, уволенный уже как 6 дней, все еще имел такую карту.
12 марта при обыске у Сухаиба нашли около 378 патронов 30-го калибра и также 7 единиц оружия, которыми он, как ранее судимый человек, не имел права владеть. После 9-месячного расследования Минюст сообщил об аресте братьев 3 декабря 2025 года. Их обвинили в сговоре с целью уничтожения правительственных баз данных, а также в других преступлениях. В апреле 2026 года Муниб заключил сделку со следствием, признав себя виновным по основным пунктам обвинительного заключения. Сахаиб довел свое дело до суда. Он проиграл. 7 мая 2026 года жюри признало его виновным в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, незаконном обороте паролей и хранении огнестрельного оружия лицом, которому это запрещено. Приговор будет вынесен в сентябре